Здравствуйте! В этом видео поговорим о легализации недвижимости в Черногории. Я попросил риэлтора ответить на те вопросы, которые ей задают ее клиенты. Соответственно, видео будет максимально практичным и полезным. Напомню, что в середине августа вышел закон, согласно которому всем владельцам нелегально построенной недвижимости нужно инициировать процесс легализации до 14 февраля 2026 года. Что именно нужно сделать? Самое главное, нужно подать заявление. Форму заявления можно скачать на сайтах ваших муниципалитетов, общин. Или если у кого-то с этим затруднения, вы можете написать мне, я пришлю вам форму этого заявления. После того, как вы передадите это заявление в общину, нужно будет вызвать геометра, геодезиста, который сделает элаборат, так называемый, проще говоря, что для нашего понимания это поэтажный план, и передаст в кадастр на регистрацию. Ну и дальше уже по плану. Поскольку легализация – это процесс, причем черногорский, то сколько он будет длиться в каждом конкретном случае, никто точно вам не скажет. Ваша задача – этот процесс начать. И здесь у многих возникает вопрос, можно ли до 14 февраля 2026 года только заявление подать, а все остальные документы уже донести потом. Ситуация выглядит так, что нужно подать сейчас, до 14 февраля, все документы, которые требуют процедуры легализации. А остальные, которые будут необходимо вам донести, которые письменно вас уведомят, что можно поднести, можно будет подносить позже. Это важно. Если у вас есть знакомые, имеющие в Черногории недвижимость, но сами они живут не в Черногории, напишите им, спросите, легализовано ли их жилье. Так вы поможете им избежать проблем с законом и лишних расходов. Вот одна из свежих историй, когда собственник решил продать дом в Черногории, сам он живет в другой стране, и думает, что с документами у него все в порядке, потому что в листе непокретности от 2007 года там нет никаких обременений. Собственник утверждал, что у него все хорошо, что у него нет никаких обременений. Он прислал документ от 2007 года. И люди не все, находясь в России или, не знаю, на Украине, Белоруссии, где бы то ни было, они не знают, как посмотреть актуальную информацию листа непокретности в кадастре. Я открыла и посмотрела на тот момент, когда человек меня спрашивал на прошлой неделе, и там внесено обременение немодозволы. Как оно появилось, это не ко мне вопрос. Я человеку отправила актуальную информацию и сказала, вам обязательно нужно легализоваться, и продавать мы сейчас объект никаким образом не можем. Поэтому вам нужно будет получить свежий лист непокретности и посмотреть, что там написано. Если не знаете, как это сделать, то обращайтесь к Светлане, она поможет. Если в обременении написано немодозволы, или то, значит, без разрешения на строительство, или пишут построено не в согласовании с законом, ураджено не у складу со законом, значит, ваш объект подлежит легализации. Надо сказать, что есть разница в легализации частного дома и квартиры в многоквартирном доме. Если в доме вы единственный собственник, то вам не нужно ни с кем договариваться из соседей, что-то с кем-то согласовывать. Кроме того, поскольку многоквартирные дома, как правило, больше 200 квадратных метров, то сам пакет документов и усилия по его сбору тоже несколько отличаются. В любом случае нужно подать заявление, и нужно вызвать геометра, чтобы замерил вашу квартиру, и вам нужно передать в кадастр. Соответственно, нужно, чтобы и другие собственники подали это заявление, и чтобы сделали поэтажный план, квартир своих. Но очень часто случается, что люди не приезжают давно, или живут, не знаю, в Сербии, в Боснии, в Москве, и сюда давно не приезжают. Что делать в этом случае? Очень частый вопрос. В этом случае нужно сделать все, что зависит именно от вас. Что вы можете вызвать геометра, передать в кадастр, потом передать документы в урбанизм, а из урбанизма, соответственно, вам уже пришлют решение, и что именно им не хватает, какие документы нужно будет еще донести. Лист непокретности можно получить в любой момент, если собственник здесь. В любом случае, если у вас возникают сложности с пониманием вопроса легализации, вы можете написать мне, и я вам отправлю чек-лист, что именно нужно сделать пошагово, чтобы инициировать или продолжить процедуру легализации, которую вы уже начинали. А что делать собственнику квартиры в многоквартирном доме, в котором его квартира была построена легально, а часть этажей
без разрешения на строительство. В итоге обременение немодозволы легло на весь дом, соответственно, и на его квартиру. Можно ли продать или купить такую квартиру? Как мне объяснил мой нотариус, действительно, и на такие сделки, и на такие квартиры не будут пока проводиться сделки купли-продажи, пока не урегулируется вопрос по всему многоквартирному дому. Но бывает, кстати, ситуация, когда дом был построен, и люди покупали, было с разрешением на строительство, то есть не было никаких обременений. Ну, с 2017-2007 года люди решили построить второй этаж. Они построили второй этаж. В документах, как прежде, нету никаких обременений. Но по факту объект уже двухэтажный. И его нужно легализовать. Конечно, может показаться, что никто об этом не знает. И можно обойти легализацию. Спутниковый снимок. Он дает объемную ситуацию, и там можно четко понять 1, 2 или 3 этажа. Поэтому от кадастра и от градостроительного отдела, от отдела урбанизма не скрыться. И если у вас достраивался второй или третий этаж, то, естественно, нужно тоже подаваться на легализацию. Думаю, вас интересует стоимость услуг легализации, в частности, услуг геодезиста. Выезд геодезиста от 250 до 380 евро, это если одноэтажный, двухэтажный дом. Если дома больше, нужно согласовывать дополнительно с выбранным геодезистом. Кроме геодезиста, вам нужен будет еще и нотариус. Когда вы получаете из кадастра заверенный план элаборат, вам нужно прийти к нотариусу и сделать изъяву. Это должен сделать собственник или кто-то по его доверенности. Изъява – это заявление, что вы в трезвом уме и здравой памяти передаете на легализацию документы на свой объект, и что вы либо его достроили на собственные средства, либо купили уже в таком виде. Нотариус около 50 евро, плюс-минус услуги нотариуса, и если вы иностранный гражданин, соответственно, необходимы будут услуги переводчика. И переводчики, по-моему, 50 евро в час сейчас стоят. С домами и квартирами мы разобрались, землю легализовывать и не нужно. А вот что, если на этой земле, кроме дома, есть другие постройки? Например, гараж, баня, бассейн, хозпостройки. Их надо легализовывать? Они тоже подлежат легализации. Вам обязательно нужно вызвать геометра. Геометр уже на месте посмотрит, либо это легковозводимый объект, грубо говоря, сарай, и он не подлежит легализации, либо это основательный объект, гараж, или там беседка такая прям основательная, баня. Также на них нужно будет передать документы на легализацию. На момент выхода этого видео не принят закон об иностранцах, но на панике кто-то уже решил уехать из Черногории. Нужно ли легализовывать в таком случае жилье, если вы не планируете связывать свою жизнь с Черногорией дальше? Все собственники незаконно построенных объектов на территории Черногории, будь то на побережье или где-то на севере Черногории, будь ты черногорцем или иностранцем, будь ты резидентом Черногории или как ты приезжаешь сюда как на дачу, как турист, необходимо всем легализовать, инициировать процедуру легализации незаконно построенных объектов, собственником которых ты являешься. Что будет, если не легализовать недвижимость вовремя? Если вовремя собственники недвижимости не подадут документы на легализацию своего объекта, то в дальнейшем кадастр обещает, что будут повышенный, во-первых, повышенный налог на недвижимость, а во-вторых, будет отдельно штраф. И в любом случае, так или иначе, легализовать придется. Хотите этого, не хотите. Какой будет итог легализации? Вам начислят налог на строительство или коммуналии, который нужно будет выплатить муниципалитету за его работу. Муниципалитет обеспечивает подвод воды границам участка, подвод электричества границам участка и дорогу. Вот. Но, как я объясняла, дом уже построен, мы уже сами все это обеспечили, соответственно, этот налог предусматривается, что он будет снижен на сколько-то. Вот. И всех пугает. Вот начислят мне большой налог, и я не смогу выплатить. Это людей пугает. Но здесь будет рассрочка. Результатом процедуры легализации будет начисление коммуналий. Какие они будут, я не знаю, мы не можем сказать. И конкретно у разных объектов разный размер будет. Есть объекты буквально там 20 квадратных метров, да? Сколько будет? Ну, я не знаю, сколько. От 30, возможно, евро за квадратный метр и до
не знаю, до 80, до 90 евро за квадратный метр. Если это большой какой-то коммерческий объект, если это там не единственное жилье. Это, я говорю очень предположительно, потому что, например, по Барскому муниципалитету мы еще не знаем, какой размер ставки будет, льготные ставки, да, на легализацию объекта. Если бы я сейчас легализовал, прямо сейчас легализовал конкретно свой дом, то эта ставка будет 70 евро за квадратный метр. Я его легализую и могу продать. Но нет, я жду каких-то льгот от общины для того, чтобы могла выплатить. Надеюсь, это видео было вам полезно. Контакты Светланы я оставлю в описании. Если у вас есть вопросы к ней, пишите их в комментариях. Чтобы быть в курсе событий в Черногории, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, потому что каждый понедельник здесь выходит обзор новостей за неделю. Увидимся!